Вот велосипед мы берем в комиссионном магазине. Тимофей. Велосипед. Ну и как? Что по нему сможешь сказать? У него плохо педали крутятся. У него болтается Шатун. правый шатун. Ой! У него нету заднего крыла. У него нужно смазать и настроить задний переключатель, он плохо переключает. Тормоз задний не очень хорошо тормозит, не схватывает. Нету заглушек на вилке. Ну, давай прокатись, посмотрим, что с ним будет. Сможем мы его восстановить? Мы его восстановим. Продадим. Получим прибыль. Сколько он нам достался? За 2500. Да, вот такой велосипед. Всем привет! И вот такой у нас очередной проект. Такой велосипед мы уже собирали. Ну, опять нам досталась такая же модель, только немного другого цвета. Это Stealth. Так, велосипед подвешен. Начинаем его разборку. Вот велосипед разобрали, все детали разложили, подготавливаем раму покраски. Ну, вот такая у нас рама получилась. Вот рога с велосипеда, не в таком состоянии. Мы решили их заполировать болгаркой с резиновым кругом. Вот что из этого получилось. Конечно, глубокие царапины все равно остались. Но это все-таки лучше, чем было просто все покорябано. Колесо проверили. Все замечательно. Все, ставим шарнир. Вот такой вот герметик. Сейчас мы его нанесем на резьбу, закрутим его в этот шарнир, и через 15-20 минут он полимеризуется на окончательное фиксирующее свойство он приобретет через 6 часов. Наносим на резьбу болта небольшое количество герметика. Знающие люди говорят, что можно, если нет фиксирующего герметика, можно использовать просто обычный лак для ногтей. В следующий раз мы попробуем и посмотрим, что будет.